Рано утром в обычный будний день кто-то в ФБР изучал файл. Этот файл содержал учения, настолько мощные, что их считали опасными, особенно потому, что их автор верил, что человечество находится в состоянии сна. Этот человек был добрым, и то, что он открыл, могло изменить ваше восприятие жизни. Помните шоу Трумана? Идеальный мир Трумана оказался ложью, и Гурджиев полагал, что мы живем в аналогичной иллюзии, пойманные в пробужденном сне, исполняя сценарии, которые не написали сами. Но что, если вы сможете взять под контроль свою жизнь и стать ее режиссером? Подумайте о своем дне. Сколько из него вы действительно помните? Если большая его часть кажется автоматической, это и есть пробужденный сон, который удерживает вас. Вы едете на работу, не помня о поездке, едите, не ощущая вкус еды, ведете целые разговоры, не будучи по-настоящему присутствующими. Ваша жизнь ускользает момент за моментом, и вы даже не осознаете этого. Вот как можно проснуться. Наука раскрыла нейронные основы этого трансового состояния. Скорее всего, вы слышали о квантовой суперпозиции, когда частицы существуют в нескольких состояниях, до тех пор, пока не будут наблюдаемы. Идея Гурджиева о самовспоминании может быть эквивалентом сознания. Пока вы не наблюдаете себя, вы застряли во всех своих автоматических ролях одновременно. И вот поразительный исторический момент. Почему ФБР заинтересовалась Гурджиевым? Потому что, если достаточно людей проснутся, мировые структуры власти могут рухнуть за одну ночь. Подумайте об этом. Как контролировать человека, который видит сквозь все иллюзии? И вот где это действительно удивительно. Этот пробужденный сон влияет не только на вашу повседневную жизнь, но и мешает вам раскрыть свой истинный потенциал и понять глубинную природу реальности. Вы смотрите на мир сквозь туман, упуская скрытые связи и глубокие истины, которые находятся прямо перед вами. Вы действительно знаете, кто вы? Что, если все, что вы думаете о себе, о своих мыслях, мечтах и убеждениях, это всего лишь заимствованное? Обратите на это внимание, потому что это видео может стать самым быстрым способом для того, чтобы увидеть настоящего себя. Испытывали ли вы когда-нибудь дежавю? Гурджиев мог бы сказать, что это сбой в ложной личности, мимолетный момент, когда истинное «я» выглядывает сквозь трещины в маске. А что, если это чувство не просто совпадение, а Вселенная пытается вас разбудить? Существует способ выбраться из этого транса, метод, чтобы освободиться от тюрьмы вашего бессознательного разума. Но прежде чем мы его раскроем, нам нужно действительно осознать. Все, что вы думаете о себе, о своей жизни и о природе сознания, основано на этом ограниченном состоянии, подобном сну. Первый шаг к пробуждению обманчиво прост, но невероятно мощен. Это называется самонаблюдение. Это не просто случайная интроспекция, а радикальный сдвиг в осознании, способ наблюдать за своими мыслями, эмоциями и поведением, как будто вы смотрите на себя со стороны. Это похоже на включение света в темной комнате. Внезапно вы видите всю мебель, о которую спотыкались. Даже известные исторические фигуры касались подобных истин. Эйнштейн однажды сказал, что ни одна проблема не может быть решена с того же уровня сознания, который ее создал. Учения Гурджиева предоставляют вам дорожную карту для преодоления этих ограничений, но самонаблюдение — это только начало. Представьте, если кто-то скажет вам, что этот момент прямо сейчас был прописан, и каждое ваше решение и выбор уже сделаны. Как Нео в «Матрице», вы жили в тщательно спроектированной иллюзии. Что если я скажу вам, что есть способ вырваться, но цена свободы? Это все, что вы думаете, что знаете о себе. Начните прямо сейчас, пока слушаете эти слова. Наблюдайте за своими реакциями. Замечайте возникающие мысли и мелькающие эмоции. Вы не осуждайте их, просто наблюдайте в течение следующих суток. Наблюдайте.
Каждый раз, принимая решение, спрашивайте себя, выбрал ли я это сам, или это было выбрано за меня моими привычками. Вы можете удивиться, насколько мало времени вы на самом деле бодрствуете. Гурджиев считал, что это первый шаг к восстановлению вашей силы и выравниванию ваших центров. А что, если я скажу вам, что пребывание в состоянии пробужденного сна влияет не только на вашу личную жизнь, но и отражается на Вселенной? Гурджиев полагал, что человеческое бессознательное способствует божественной стагнации, сдерживая не только индивидуальный рост, но и эволюцию самой божественности. Это может показаться невероятным, но давайте разберемся. Представьте, что ваш разум — это резонатор, излучающий частоты, которые резонируют с энергиями вокруг вас. Когда вы находитесь на автопилоте, ваша частота становится хаотичной и отключается от естественной гармонии Вселенной. Древняя мудрость герметизма как наверху, так и внизу указывает на то, что эта дисгармония на индивидуальном уровне отражает нарушение в более широком божественном порядке. Подумайте о концепции резонанса. Когда один резонатор вибрирует, он может заставить другой, находящийся рядом, вибрировать на той же частоте. Гурджиев предположил, что, освободившись от пробужденного сна, вы начинаете резонировать на более высоком уровне, влияя на окружающих и даже способствуя большему божественному балансу. Современная физика предлагает одновременно с этим идею. Эффект наблюдателя в квантовой механике показывает, что само наблюдение может изменить поведение частиц. Это предполагает, что ваше осознание имеет измеримый эффект на окружающий вас мир, возможно, даже на универсальном уровне. Что, если пробуждение — это не просто личное путешествие, а божественный долг? В следующий раз, когда вы поймаете себя на том, что отвлекаетесь, подумайте об этом. Ваше осознание или его отсутствие может формировать судьбу не только вашей жизни, но и всей Вселенной. Это осознание одновременно смиряет и вдохновляет. Оно показывает, что каждый сознательный выбор, который вы делаете, имеет потенциал гармонизировать или нарушать божественный порядок. И вот здесь становится по-настоящему интересно. Что если вся ваша личность, сама суть того, кем вы считаете себя, это вымысел? Учения Гурджиева раскрывают реальность настолько умопомрачительную, что ФБР хотела ее скрыть. Ваши мысли, убеждения и глубокие желания могут даже не принадлежать вам. Эта ложная личность, о которой говорил Гурджиев, это не просто маска, а невидимая тюрьма, построенная вокруг вас с самого рождения. С детства вам говорили, как вести себя, во что верить и как выглядит успех. Эти идеи формируют вашу сущность. Не замечая этого, вы даже могли смотреть в зеркало и чувствовать, что на вас смотрит незнакомец, который не является вами. Это ваша ложная личность. Как только вы ощущаете это отключение, это первый шаг к пробуждению. Вспомните, когда вы были ребенком, полным удивления, радости и полного присутствия, это был настоящий вы. Но где-то на этом пути ожидания общества ваша истинная природа была захвачена и создана ложная личность. Но хорошие новости в том, что никогда не поздно вернуть свою истинную сущность. Действительно ли вы выбрали свою карьеру, хобби или мечты? Что если эти желания были сформированы внешними влияниями, а не вами? Посмотрите вокруг. Вы заметите, что люди из одной и той же культуры часто разделяют одни и те же ценности и цели. Вот она, ложная личность в действии, заставляющая нас соответствовать. Важно понимать, что эта ложная сущность — это не просто абстрактные идеи, она глубоко запрограммирована в нашем мозге. Каждая мысль и действие укрепляют нейронные пути, создавая привычки, которые могут показаться невозможными для разрушения. Однако есть мощный способ выбраться, и он настолько трансформирующий, что потряс основы традиционного общества.
Гурджиев предложил метод, называемый неидентификацией – выход за пределы себя, чтобы наблюдать за своими мыслями, не позволяя им захватить вас. Это похоже на пробуждение и осознание того, что персонаж, которого вы играли в своей жизни, не является истинным вами. Вот как вы можете начать. Наблюдайте за своими мыслями и эмоциями без осуждения, как будто вы посторонний, смотрящий на себя. Когда возникает сильная эмоция, вместо того, чтобы говорить «я злой», попробуйте подумать «я замечаю злость». Этот небольшой, но значительный сдвиг помогает вам отделиться от эмоции и увидеть ее как временный опыт, а не как часть вашей идентичности. Сочетайте эту практику с моментами присутствия в течение дня, сосредоточившись на своем дыхании или ощущениях в теле. Со временем это перепрограммирует ваш мозг, создавая новые паттерны поведения и освобождая от ложной личности. Таким образом, вы можете жить с намерением и раскрыть свой истинный потенциал. Почему же эта практика была такой угрожающей? Потому что общество по-настоящему пробужденных людей было бы труднее контролировать. Представьте миллионы людей, ставящих под сомнение свои убеждения, потребительские привычки и даже свои личности. Неудивительно, что Гурджиев и его последователи привлекли внимание мощных сил, таких как ФБР. Теперь обратите внимание на вашу связь с архетипами. Это персонажи в историях, сказках, мифах и даже фильмах, которые вас притягивают. Возможно, вы когда-нибудь идентифицировали себя с отшельником, который уходит от хаоса общества, бунтарем, который бросает вызов системе, или мудрецом, раскрывающим скрытые истины. Эти архетипы не просто вымышленные, они являются мощными психологическими схемами, которые описывал Карл Юнг, и они держат ключ к освобождению от ложной личности. Гурджиев считал, что эти архетипы – это инструменты для пробуждения, как чит-коды для разблокировки вашего истинного «я». Архетип бунтаря олицетворяет смелость и непокорность, бросая вызов слепому подчинению внешним силам. Существует также архетип мудреца, который направляет вас к мудрости, доверяя своему внутреннему голосу, а не иллюзиям окружающего мира. Многие люди не выбирают свои архетипы, а попадают в роли, которые навязывает общество. Например, обеспечитель должен жертвовать своими мечтами ради других, а правитель пытается сохранить контроль и избегает более глубоких вопросов. Это похоже на то, будто вас утвердили в фильме, в кастинге которого вы никогда не участвовали. Чтобы освободиться, вам необходимо сознательно выбрать свой архетип. Задайте себе вопросы. Кто вас вдохновляет? Какие истории заставляют вашу душу трепетать? Например, если вам близок образ Льва Толстого, вы можете отождествлять себя с поисками отшельника, стремящегося избежать коррупции общества и восстановить связь с природой. Или, возможно, Морфеус из «Матрицы» говорит вам о мудреце, который пробуждает других от иллюзий и указывает им путь к истине. Архетипы – не просто развлечения, они призыв к действию. Сознательно выбирая архетип, который соответствует вашей глубочайшей истине, вы можете переписать сценарий своей жизни, избавиться от ложной личности и жить с большей свободой и целью. Итак, какую роль вы хотите сыграть? Сцена ваша. Психология подтверждает эту идею. Исследования показывают, что воплощение символических ролей с помощью техник, таких как ролевые игры или визуализация, может буквально перепрограммировать ваш мозг и изменить ваше поведение. Поэтому терапевты используют эти методы для создания устойчивых изменений. Вот практическое упражнение. Закройте глаза и представьте себя в роли выбранного архетипа. Почувствуйте их силы и качества, проникающие в вас. Спросите себя, как бы эта версия меня справилась с текущими вызовами. Воплощая правильный архетип,
Вы можете освободиться от ложной личности и начать жить жизнью, которая кажется аутентичной и вдохновляющей. Используя силу архетипов, вы не просто освобождаетесь, вы переписываете всю свою историю. Вопрос в том, кем вы хотите стать. Достаточно ли у вас смелости столкнуться со скрытыми силами, формирующими ваш разум, и поставить под сомнение все, что вы думали, что знаете о себе и мире? Как только вы начнете это путешествие, обратного пути не будет. Ваш мир никогда не будет прежним. Этот путь не для слабонервных. Он требует настоящей смелости, чтобы столкнуться с неудобными истинами о себе и окружающем мире. Но если вы готовы освободиться от ментальной тюрьмы и увидеть мир новыми глазами, продолжайте смотреть. Следующий шаг в этом путешествии изменит все, что вы думали, что знаете о силе вашего разума. Учения Гурджиева, ставшие революционными, показали, что у нас есть 3 различных центра – интеллектуальный, эмоциональный и двигательный. Каждый из них воспринимает мир по-своему. Большинство людей используют только один из этих центров на полную мощность. Но представьте, что произойдет, если вы сможете использовать все 3 одновременно. Представьте, что у вас есть острая логика вашего интеллекта, глубокая мудрость ваших эмоций и инстинктивная сила вашего тела, которые работают вместе, слаженно и в гармонии. Это похоже на переход от простой машины к высокопроизводительному суперкомпьютеру. Последствия жизни с несбалансированными центрами повсюду. Люди принимают плохие решения, их переполняют эмоции, или они чувствуют себя разделенными от себя и реальности. Вот что интересно. Современная наука догоняет то, что Гурджиев знал почти столетия назад. Исследователи обнаружили, как мысли, эмоции и физические ощущения тесно связаны. Ваши интуитивные чувства, они реальны. Ум кишечника постоянно общается с вашим разумом, и ваши эмоции оставляют измеримые следы на вашем теле. Но Гурджиев не только выявил проблему, он предложил решение. Он создал набор движений, предназначенных для выравнивания всех 3 центров в идеальной гармонии. Это не случайные упражнения, это форма движущейся медитации, священный танец, который говорит напрямую с вашим разумом, эмоциями и телом. Выполняя эти движения, вы перепрограммируете себя изнутри, обновляя свое сознание. Но будьте осторожны, эта практика требует интенсивной концентрации и обязательства. Вы будете бросать вызов укоренившимся паттернам и расширять границы своего сознания. Награды превосходят все, что вы можете себе представить. Люди, которые овладевают этими движениями, сообщают о глубоких состояниях ясности, когда секреты Вселенной, кажется, раскрываются перед ними, о глубокой связи с чем-то большим, чем они сами, о способности подключаться к неиспользуемым резервам энергии и творчества. Гармонизация ваших центров – это начало. Есть еще более глубокий уровень учений Гурджиева, который может разблокировать уровни сознания, о которых вы никогда не мечтали. Он представил мощный метод, называемый 4-м путем, который может преобразовать вашу повседневную жизнь в духовную практику. Он настолько эффективен, что некоторые считают, что его намеренно держали в секрете, в то время как традиционные духовные пути часто требуют крайних усилий или изоляции. 4-й путь гармонично интегрируется с вашей повседневной жизнью. Это практика, которая способствует развитию вашего тела, эмоций и разума, пока вы занимаетесь своей обычной рутиной. Это духовность для современного мира. 4-й путь не просто удобен, он невероятно мощен. Он действует как будильник для вашей души, пробуждая скрытый потенциал внутри вас. Представьте, что каждый момент вашего дня становится духовной практикой. Ваша утренняя поездка на работу превращается в медитацию на присутствие. Разговоры с коллегами становятся упражнениями по эмоциональному мастерству,
и даже мытье посуды предоставляет возможность для глубокого самонаблюдения. Четвертый путь требует уровня самосознания, к которому большинство людей не готово. Он побуждает вас столкнуться с неудобными истинами о себе и ставить под сомнение все, что вы считали истинным о реальности. Награды, тем не менее, превосходят все ваши ожидания. Практикующие сообщают о переживаниях, которые звучат как фантастика, о доступе к резервам энергии и креативности, о которых они даже не подозревали. Попробуйте ощутить силу четвертого пути прямо сейчас. Выполните это простое 4-минутное упражнение. Будьте интенсивно осознанны в отношении 3 вещей одновременно – ваших мыслей, эмоций и физических ощущений. Не пытайтесь ничего изменить. Просто наблюдайте. Обратите внимание на постоянный шум в вашем уме, тонкие изменения в вашем эмоциональном состоянии и каждое небольшое ощущение в теле. Это начало истинного самонаблюдения, основа четвертого пути. Во время этого процесса вы можете почувствовать странное ощущение отделения от вашего обычного «я». Это нормально. Это значит, что вы приоткрываете свою истинную природу, суть, которая находится за пределами ложной личности, навязанной обществом. Это лишь мимолетный момент, но он мощный, показывая, сколько еще предстоит открыть. Посмотрите вокруг. Технологии повсюду, обещая облегчить нашу жизнь, но какой ценой? Каждое устройство, которое вы используете, безмолвно перенастраивает ваш мозг, даже не осознавая этого. Подумайте о вашем дне. Сколько раз вы проверяли телефон? Каждое уведомление, каждое пролистывание – это как удар дофамина. В данный момент это приятно, но это делает вас менее осознанным. Ваша внимательность уменьшается, ваша способность сосредотачиваться снижается. Вы становитесь более похожи на машину, реагируя без истинного осознания. Исследования показывают, что средняя продолжительность внимания упала более чем на 30% всего за какие-то 20 лет. Сейчас этот показатель равен 8 секундам, что короче, чем у золотой рыбки. И дело не только во внимании. Ваша способность глубоко мыслить и решать сложные задачи разрушается постоянными отвлечениями. Многозадачность, когда-то считавшаяся ценным навыком, на самом деле делает нас менее эффективными. Исследования показывают, что это может снизить продуктивность до 40%. Вы можете думать, что делаете больше, но на самом деле выполняете меньше и хуже. Вы можете возразить: но посмотрите на все наши технологические достижения. Разве это не прогресс? Неудобная истина в том, что пока внешний мир становится более сложным, наш внутренний мир упрощается. Мы теряем связь с более глубокими аспектами нашего существа и становимся все более похожими на машины, которые сами же создали. Возможно, это действительно не то будущее, которого вы хотите, стать шестеренкой в бессердечной машине. Существует способ обратить эту деградацию. Но это непросто. Это требует чего-то, что противоречит всем принципам современного общества, намеренного страдания. Это не о том, чтобы причинять себе боль, а о том, чтобы сознательно принимать на себя вызовы, которые выводят вас за пределы вашей зоны комфорта. Это связано с тем, чтобы заниматься работой, требующей вашего полного внимания и присутствия. Эти практики могут заново пробудить те части вас, которые были онемевшими от современной жизни. Представьте, что вы сознательно выбираете отключиться от технологий на продолжительное время, со своими мыслями без отвлечений и занимаясь физическим трудом, который восстанавливает связь с вашим телом и землей. Эти простые практики являются революционными в мире, созданном для того, чтобы держать нас в спячке. Эннеаграмма, от греческого 9, представляющая собой девятиконечную звезду, символ направленности и психического развития, возможностей эволюции человечества.
Георгий Гурджиев в 1915 году выявил психологические типы, соответствующие 9 ипостасям энеаграммы, обосновал метод их исследования совместно с математиком Петром Успенским. В настоящее время метод психологической энеаграммы используют в США специалисты рекрутинговых агентств. Принцип метода прост. Скажи мне, чего ты больше всего боишься, и я скажу, кто ты. Метод выявления в эннеаграмме преобладающего типа личности основан на концепции базового страха, истоки которого кроются в детском возрасте. Не переработанный сознанием зрелой личности, не изжитый взрослым человеком бессознательный страх постоянно требует совершения определенных деяний и поступков, чтобы устранить тревогу. Идолу страха человек приносит жертвоприношения и, вместе с тем, благодаря этой мотивации, он развивает себя в определенном направлении жизненного пути. Следовательно, о таком развитии можно говорить как об особом невротическом варианте, а именно латентном, скрытом страхе, глубинном психическом дискомфорте, который постоянно компенсируется адекватной социальной внешней активностью. Посмотрите список из 9 слов и ответьте на вопрос: что вы боитесь больше всего? В случае сомнений и отсутствия однозначного уверенного выбора отметьте 3 наиболее значимых для вас страха и расставьте их в порядке убывания от 1 к 3. Список страхов: несовершенство, одиночество, неудача, заурядность, бесцеремонность, предательство, бездействие, слабость, конфликт. Признайте влияние этих динамик на ваши решения, конфликты и личностный рост. В первую очередь, эннеаграмма для Гурджиева – это священный универсальный символ, в котором зашифрованы великие космические законы, управляющие мирозданием. Чертеж, по которому строятся все явления и процессы во Вселенной. Источник мудрости, способный объяснить все и вся тому, кто сумеет его прочесть. Сам Гурджиев говорил: «Для человека, умеющего пользоваться эннеаграммой, книги и библиотеки становятся совершенно не нужны. Каждый раз, глядя на нее, он сможет узнать нечто новое, на что он прежде не обращал внимания». С этой точки зрения, психологическая эннеаграмма – это частное приложение универсальной модели к конкретной области – человеческой психологии и типам личности. Работа с эннеаграммой ускоряет личную эволюцию, помогая развивать интуицию, внутренний мир и даже способность влиять на реальность. Шаблоны в вашей жизни, ваших отношениях и даже в обществе станут ясными, как будто скрытая структура реальности была раскрыта. Вопрос в том, готовы ли вы принять этот уровень осознанности и изменить свою жизнь. Эти знания открывают еще одну шокирующую истину о вашей личности, которую ФБР хотела скрыть. Вы не просто одна личность, вы – множество «я». Поле боя конфликтующих желаний и убеждений. Эти множественные «я» разрывают вас на части, даже не осознавая этого. Это скрытая война внутри вашего разума, настоящая причина, по которой вы не можете придерживаться своих целей и почему саботируете собственное счастье. Подумайте, сколько раз вы обещали себе привить новую привычку, но сдались через несколько дней. Это не слабость. Это одна часть вас восстает против другой. У вас есть «я», которое стремится к здоровью, и другое, которое жаждет фастфуда. «Я», мечтающее о успехе, и другое, которое боится изменений. Эти внутренние противоречия повсюду. Как только вы научитесь это замечать, вы увидите, что ваш разум является домом, разделенным против себя, и он удерживает вас в ловушке. Психологи называют это когнитивным диссонансом, психическим стрессом, вызванным удерживанием 2 конфликтующих убеждений. Ваш разум словно тянет в противоположные стороны, и результатом становится паралич. Исследования показывают, что этот внутренний конфликт делает вас не только несчастным,
но и может буквально навредить вашему здоровью. Стресс от когнитивного диссонанса связан с тревожностью, депрессией и даже физическими проблемами. Ваши конфликтующие «я» не только раздражают, но и разрушают вас изнутри. Как же прекратить эту внутреннюю войну? Гурджиев обнаружил мощную технику, скрытую от широкой публики. Она называется внутренним разделением и наблюдением и обладает силой полностью изменить вашу жизнь. Вот как это работает. Вместо того, чтобы идентифицироваться со своими мыслями и эмоциями, вы учитесь отстраненно наблюдать за ними. Вы становитесь свидетелем своей внутренней драмы. Это похоже на просмотр фильма о вашей жизни, но теперь вы не заперты на экране, а сидите в кресле режиссера. Эта практика настолько мощная, что может мгновенно вывести вас из гипнотического транса общества. Готовы ли вы увидеть скрытые силы, которые удерживают вас в неведении? Вот бессознательные привычки, которые саботируют вашу свободу. Первое – верить всему, что приходит в голову. Второе – позволять эмоциям контролировать ваши действия. Третье – цепляться за комфорт, даже когда он мешает вам двигаться вперед. Избавиться от этих привычек нелегко, но награды превышают все, что вы можете себе представить. Представьте, что вы свободны от постоянной внутренней борьбы, способны принимать решения с ясностью и целью. Это та сила, которую учения Гурджиева могут разблокировать внутри вас. Объединение вашего внутреннего мира – это только начало. Существуют более глубокие уровни этой практики, секреты, которые могут фундаментально изменить ваше отношение к самой реальности. Большинство людей живут всю свою жизнь, ограниченные физическими телами, не осознавая невероятную силу, спящую внутри них. Гурджиев открыл глубокую истину. У нас есть способность создавать душу через сознательные усилия. Это не расплывчатая мистическая идея, а практический и методичный процесс внутренней трансформации. Это наука внутренней алхимии, путь к пробуждению вашего сердца и высокому потенциалу, интегрируя ваше тело, эмоции и разум так, как большинство людей никогда не представляет. Подумайте, сколько духовных практик вы пробовали? Медитация, йога, молитва. Каждая касается разных аспектов вашего бытия, но большинство людей подходят к ним случайно, не понимая, как объединить их в целостную формулу для трансформации. Гурджиев обнаружил, что точная интеграция является ключом. В сердце этого процесса находится движение. Эти движения объединяют три основных элемента. Первое – физическое движение, вовлекающее ваше тело в целенаправленные ритмичные жесты, создающие гармонию и фокус. Второе – эмоциональное присутствие. Каждое движение требует глубокого эмоционального вовлечения, соединяя вас с вашим внутренним состоянием. Третье – сосредоточенное внимание. Эти упражнения требуют умственной осознанности, заставляя вас оставаться в настоящем и наблюдать за собой в действии. Когда эти элементы практикуются вместе, они работают синергетически, перекраивая вашу нервную систему и формируя новые пути, которые выравнивают ваше тело, эмоции и разум. Это похоже на обновление вашей операционной системы, позволяя вам испытывать жизнь с повышенной ясностью. Поднимая свое сознание, вы не просто трансформируете себя, но и способствуете эволюции всего человечества. Мы все связаны в огромной сети энергии, и ваша внутренняя работа создает рябь по всей системе. Гурджиев намекал на невероятную судьбу для человечества. Он представлял нас сознательными сотворцами самой Вселенной. Представьте будущее, где мы не просто жители Земли, а активные формирователи божественной судьбы. Этот прогноз разворачивается прямо сейчас. Мы – свидетели глобального пробуждения, всплеска сознания, который меняет ткань нашей реальности. Старые системы рушатся, и рождается новый мир.
Тем не менее, выполнение нашей божественной цели нелегко. Это требует радикальных изменений в том, как мы думаем, чувствуем и действуем. Нам нужно освободиться от старых паттернов, столкнуться с нашими глубокими страхами и войти в свою истинную силу. Выбор за вами. Вы можете продолжать бездумно идти, не осознавая, подпитывая силы, которые не понимаете. Или можете проснуться, заявить о своей силе и помочь сформировать судьбу Вселенной. Какой выбор вы сделаете? Судьба всего может зависеть от вашего решения. Гурджиев открыл нечто, что изменит ваше представление о собственном разуме. Это называется буферами. И именно они мешают вам реализовать ваш истинный потенциал. Эти буферы – мощные психологические щиты, которые удерживают нас в комфортном сне, закрывая глаза на правду о себе и окружающем мире. Сколько раз вы избегали углубленного анализа своих мыслей и поведения? Эти буферы – причина этого, и они препятствуют вашему истинному пробуждению. Интересно то, что эти буферы защищают вас не только от внешних угроз. Они также уберегают вас от самого страшного – истинного «я». Большинство людей так боятся столкнуться со своей настоящей природой, что готовы сделать почти все, чтобы остаться в состоянии сна. Вы можете думать, что хотите проснуться, но часть вас активно сопротивляется этому. Посмотрите вокруг. Сколько людей остаются на неудовлетворительной работе или в отношениях лишь потому, что это удобно. Как часто вы отвлекаете себя социальными сетями или телевидением, вместо того, чтобы столкнуться с собственными мыслями. Это все способы избежать столкновения с нашей истинной природой, и они стоят нам свободы. Современная психология подтвердила то, что Гурджиев знал почти 100 лет назад. Ученые выявили множество защитных механизмов, которые мы используем для защиты нашего эго и избегания неудобных истин. От отрицания до проекции и рационализации у нас есть целый арсенал умственных уловок, чтобы оставаться в состоянии сна. Гурджиев обучал методу, известному как упражнение «стоп». Это простая, но радикальная практика, которая нарушает автоматический поток вашей жизни и раскрывает бессознательные силы, контролирующие вас. Часто во время групповых упражнений участникам предлагали остановиться и заморозить свои движения, мысли и эмоции такими, какими они есть. Это внезапное прерывание заставляет вас наблюдать за собой в нефильтрованном состоянии, позволяя увидеть внутренние механизмы вашего разума и тела. В этот замороженный момент вы можете заметить свои напряжения, автоматизмы и защиты. Упражнение «Стоп» не только останавливает физические действия, но и прерывает привычные мыслительные паттерны, создавая пространство для истинного самосознания. Представьте, что вы застыли на полуслове, полумысли или полуэмоции. Это может быть неудобным и даже шокировать, но в этом и заключается суть. Эти моменты вырывают вас из привычных паттернов и погружают в настоящий момент, заставляя столкнуться с реальностью вашего существования. Со временем эта практика помогает разобрать буферы, которые удерживают вас в состоянии сна, делая ее одним из самых революционных инструментов Гурджиева для духовного пробуждения. Учения Гурджиева открывают путь к трансформации, превышающей ваши самые смелые мечты. Путешествие, в котором мы находимся, скоро достигнет своего апогея, и вам не захочется пропустить то, что будет дальше. Задача самопробуждения значительна. Не заблуждайтесь. Она требует от вас переосмысления всего, что вы считали истинным о себе и окружающем мире. Однако вот что удивительно. Ваше пробуждение затрагивает не только вас. Массовое пробуждение может привести к разрушительным последствиям. Властные структуры могут рухнуть, а отрасли, построенные на том, чтобы удерживать вас в спячке, могут обрушиться за одну ночь. Начинаете ли вы осознавать, почему эти знания были подавлены? Гурджиев намекнул на нечто невероятное.
почти непостижимое. Он предвидел новое пробужденное человечество, существ, которые преодолели свою механистическую природу и стали сознательными сотворцами реальности. Можете ли вы представить все свои возможности?